Всем панкейк, дорогие друзья! Нынешнее развитие и прогресс в мире – эволюционный результат мыслительной деятельности человека, а также земных ресурсов. Нельзя сказать, что только человеческого разума не было бы достаточно без земных источников. Сегодня деньги выступают как лаконичная и компактная форма земных ресурсов. Они буквально меняют мир. День ото дня выходят новые грандиозные проекты. Нынешний человек пробился сквозь горы, создал новые острова, перенаправил реки и многие другие вещи, которые когда-то считались невозможными даже в недалеком прошлом. Человек разработал много различных проектов по развитию, которые были запущены в разных частях мира. Сейчас мы представим список 10 самых дорогих строительных проектов за всю историю человечества. В начале реализации большинство этих проектов не были таковыми, но на момент их завершения они потребили столько ресурсов, что теперь они являются по-настоящему дорогими проектами. Система автомагистралей США – 459 миллиардов долларов. Система автомагистралей между штатами США – самый дорогой проект мира в истории человечества. Он превысил себестоимость во много раз и в итоге стоил Америке 459 миллиардов долларов. Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр предложил этот проект как решающий для национальной обороны. Его основной целью было не транспортирование, а создание новых маршрутов и преобразование старых маршрутов в качестве межгосударственных или межотраслевых соединений между американскими государствами. Небраска была первым штатом, который завершил все внутренние детали для системы автомагистралей США в 1974 году, спустя 18 лет после начала работы над проектом. Последний штрих проекта, автомагистраль I-70, проходящая через Колорадо, завершился в 1992 году. Евротоннель – 22,4 миллиарда долларов. На 10-е место выходит Евротоннель. Этот проект также назван Ла-Манш, французской стороной проекта, поскольку расположен под водой между побережьями Франции и Англии. Канал длиной 31 километр запустили с целью расширения торговли между Англией и Францией. Реализация проекта обошлась 15 компаниям с обеих стран в 22,4 миллиарда долларов. Канал управляется финансовой группой Евротоннель. Первоначально предполагаемая стоимость была меньше стоимости, израсходованной на проект. Основные причины заключались в повышении требований к безопасности и охране окружающей среды. Строительство началось в 1988 году, а в 1994 году тоннель начал функционировать. За это время погибли 10 рабочих. Тоннель составляют 3 части: 2 железнодорожных тоннеля диаметром 7,5 метров и 1 служебный тоннель диаметром 5 метров. Каждый простирается на 50 километров под землей. В истории создания этого канала есть множество неудач и несчастий. В тоннеле канала произошло много пожаров. Эти инциденты привели не только к тяжелым травмам, но и к гибели многих людей. Большой Бостонский тоннель – 23,1 миллиарда долларов. Большой Бостонский тоннель имеет приблизительную стоимость в 23,1 миллиарда долларов. Согласно проекту, есть план перенаправления некоторых крупных автомагистралей в районе Бостона. Главный маршрут дорожной сети в этом районе, маршрут I-93, был перенаправлен прямо в середину города. К сожалению, многие препятствия мешают проекту, в том числе затонувшие корабли, которые должны быть антропологически исследованы до перемещения. Большой Бостонский тоннель построили на 10 лет позже, чем рассчитывалось, и было потрачено больше денег, чем ожидалось. На пути проекта встретились финансовые и административные проблемы, в том числе серьезные недостатки дизайна, за реституцию которых государству пришлось заплатить почти 400 миллионов долларов. К сожалению, во время строительства произошла одна смерть, когда бетонная плита упала на автомобиль. Международный аэропорт Кансай – 29 миллиардов долларов. Стоимость японского международного аэропорта оценивается в 29 миллиардов долларов. Он располагается на искусственном острове, построенном для того, чтобы дать отпор постоянным землетрясениям и приливным волнам региона. Вторая причина строительства в воде заключалась в предотвращении шума. Идея строительства заключалась в том, что Кобе и Осака теряли торговлю в Токио. В этом состоянии планы аэропорта
аэропорта были введены в 1960-х годах. В течение многих лет к нему добавлялись металлические опорные колонны и другие конструкционные элементы, чтобы предотвратить погружение. Второй терминал добавили в 2012 году, и он связан с первым терминалом, курсирующим бесплатным трансфером. Аэропорт расположен за пределами Японии, в середине залива Осака. Калифорнийская высокоскоростная железная дорога. 33 миллиарда долларов. Следующая в списке — Калифорнийская скоростная железная дорога. Ее предполагаемая стоимость составляет 33 миллиарда долларов. Работа над проектом началась в 2015 году, а завершение планируется к первой половине 2029 года. Проект уже намного превосходит первоначальный бюджет. Основная идея заключалась в том, чтобы связать некоторые крупные города США с помощью высокоскоростного железнодорожного транспорта. Согласно графику, начальный сегмент соединит Мерсет с Бейкерсфилдом. В итоге это свяжет Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Поезда в этом проекте смогут достичь скорости до 350 км в час. Международный деловой район Сонгдо – 40 миллиардов долларов. Международный деловой район Сонгдо находится в Южной Корее, вблизи международного аэропорта Инчхон. Его сметная себестоимость составляет 40 миллиардов долларов. Это будет умный город с автоматическими перерабатывающими заводами, повсеместным Wi-Fi и другими инновационными технологиями. Корея является первой страной, представившей подобную модель в мире. Там будут построены некоторые копии известнейших мировых достопримечательностей, например, копия Центрального парка Нью-Йорка. Согласно плану, остров будет полон различных птиц, оленей и кроликов. Сонгдо МДР строится для привлечения бизнеса и туристов. Китай также хочет последовать примеру этого проекта, но четкий план пока отсутствует. Дубай-Ленд. 76 миллиардов долларов. Следующий проект — Дубай-Ленд. Аспекты дизайна Дубай-Ленда основаны на арабском фольклоре, а именно на сказке «Тысяча и одна ночь». Проект со сметной стоимостью 76 миллиардов долларов запустили с энтузиазмом, но строительство остановили в 2008 году в связи с напряженной ситуацией в финансовой системе в Дубае. Однако в 2013 году оно возобновилось. Когда же проект завершится, он станет одним из крупнейших и самых дорогих развлекательных объектов в мире. В планах театр IMAX, тематический парк Диснея и многие другие достопримечательности. Некоторые думали, что основная цель проекта заключается в том, что Дубай нуждается в привлечении семей для того, чтобы конкурировать с другими городами региона для туризма. А перед тем, как мы продолжим, советуем подписаться на канал, нажать на лайк и колокольчик, и самое главное, оставьте комментарий, это поможет продвижению наших видеороликов. Экономический город короля Абдаллы – 86 миллиардов долларов. Проект экономического города короля Абдаллы занимает 4-е место в списке самых дорогостоящих проектов мира. Еще не закончен, но по завершении проект будет стоить около 86 миллиардов долларов. Находящийся недалеко от Мекки, город наверняка станет новой достопримечательностью в Саудовской Аравии. В городе будут развлекательные центры, гостиницы высокого класса, шикарные виллы, несколько значительных университетов и огромный аэропорт. Экономический город короля Абдаллы в основном строится международной инвестиционной компанией MR Properties. Она хорошо известна тем, что построила самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае. Другая компания Ericsson будет работать над информационно-коммуникационными технологиями. Месторождение Кашаган – 116 миллиардов долларов. Третий самый дорогой строительный проект в мире – месторождение Кашаган. 116 миллиардов долларов потратили на его установку. Это многонациональный проект. В нем участвуют компании из разных стран. Это проект по добыче нефти, запущенный в Каспийском море. Кашаган является крупнейшим нефтяным месторождением за последние 40 лет. В 2018 году получилось добыть более 90 тысяч баррелей нефти в сутки. В 2023 году начали притворять в жизнь проект, позволяющий перерабатывать газ максимально эффективно. Некоторые неожиданные проблемы, такие как утечки в трубах, несколько раз приводили к тому, что проект немного задерживался. Еще одна главная трудность отсрочки заключалась в том, что нефтяные залежи являются очень опасными для бурения, так как находятся под высоким давлением. Несмотря на все эти препятствия, проект в настоящее время функционирует и развивается.
Международная космическая станция – 150 миллиардов долларов. Международная космическая станция – пилотируемая орбитальная станция Земли, используемая как универсальный исследовательский комплекс. Ее строительству способствовали 14 стран – США, Испания, Франция, Германия, Россия, Япония, Канада, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Италия, Норвегия, Дания и Швеция. Основная задача космонавтов – проведение научных исследований. Также они проверяют и ремонтируют механизмы МКС и занимаются приемом грузов с Земли. На МКС изучают биологические, физические и химические процессы в условиях низкой гравитации, вакуума и космического излучения. Рассматривается возможность колонизации космоса, исследуются Земля и другие планеты. Проекты, представленные в видео, действительно завораживают и привлекают внимание. Какой из проектов вас зацепил больше всего? Нам понравился вариант с деловым районом. Звучит многообещающе. Ждем ваши комментарии, а также лайки и подписки. Это поможет продвинуть наше видео для других любознательных людей. Ну а пока, с вами все так же был Pancake. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!